стоял в воде и думал, что у меня сердце схватило, всего начало колотить. Думаю, сейчас упаду, вышел на берег, клиенты тоже, а нас трясет. Начало всех шатать, и по воде волна пошла. Эпицентр был от Петропавловска, там 150-200 километров. Я вас не пугаю, но это действительность. Появились дяденьки и тетеньки в шубах. Если что-то там, какая-то суета, не выходите. Не надо. Солидарно-то нет. Будет, значит? Будет, да? Да. Надо это было принести табличку в следующий раз. А ты ездил, что, не знал, что здесь нет солидарно? У вас прям телевидение? Мы прям в историю войдем? Только жители Петропавловска могут похвастаться тем, что у нас есть домашние вулканы. Как думаете, почему? Потому что не домашний ваш. Самый высокий из них на сегодняшний день это Корякский вулкан. Его высота 3456 метров над уровнем моря. Но у нас их 300 на всем полуострове, на всей Камчатке, и 30 действующих. Обратите внимание на наши березы, шикарные, красивые. Это береза. Ну, березами нас не удивишь. Гости приезжают и говорят, мы так хотим почувствовать землетрясение, мы никогда не чувствовали, как это, что это такое трясет. Вот если раньше я говорила, ну почувствуйте, качает, то сейчас я не желаю, короче, испытать вам. У меня муж был дома, мы живем на 5-м этаже, у нас дом находится на берегу, ну, вдоль Авачинской бухты, вот там вот район у нас Маховая есть, 5-этажный панельный дом. Он был на 5-м этаже, знаете, по классике, в ванной. И начало трясти. Вот эти 2,5 минуты он прощался с жизнью и пытался, даже, говорит, я смотрела на окно и думал, что если я сейчас выпрыгну, ну, дом начнет рушиться, я выживу, поломаюсь, ну и фиг бы с ним. Потому что было такое ощущение, что просто стены, ну, вот сложатся. Я была на улице, я не попала в эпицентр, потому что я подъехала и музыку, знаете, как, ну, подъехала, музыка какая-то играла, думаю, дослушаю песню и пойду домой. И все. И началось землетрясение, я еще такая выхожу, телефон включаю, думаю, ой, сейчас я запилю контент. Через 1,5 минуты я рыдала, я отвернулась вот так вот от дома, потому что у меня было ощущение, что на моих глазах сейчас будет рушиться мой дом. С моим мужем. Я знала, что он дома находится. Это был вообще ужас. А сегодня было землетрясение? Было, сейчас, да? Да. 47 километров от Петропавловска-Камчатского. В 5:24 утра сегодня трясло. 16 этажей – это максимальная этажность, высотность зданий в нашем городе. А прораб, который руководил стройкой этих домов, он получил квартиру на 16 этаже. До сих пор его семья живет там. Я к тому, что как бы ни ругали советское время, все-таки были какие-то моменты, которые, ну, были важными. И люди не чувствовали ответственность за то, что они совершают те или иные поступки. 1854 год. 24 августа. Один из самых старых символов Камчатки. Это часовня, которая здесь поставлена в ознаменование победы русского оружия, то есть в Крымской войне. С правой стороны захоронение русских солдат, слева. Здесь французы лежат. Здесь Да. англичане, Англичане, французы, Надо братская фотографию могила. Макрону послать. У него есть. Для них это та страница истории, которую они стараются вообще нигде не упоминать, не вспоминать. Потому что во время обороны Петропавловского порта, тогда это так называлось, то есть мало того, что они потерпели поражение, главнокомандующий эскадрой адмирал Прайс застрелился, даже еще не начав сражение, то есть понял, что они проиграют. Они оказались так еще и они потеряли знамя гвардейское. Идут военные действия в Крыму, идут военные действия на Балтике, идут военные действия на Белом море. К Соловкам пришли, а сюда-то... Сюда это гораздо позже докатилось. Да, а сюда-то они зачем пришли? Им нужна была земля, им Да. нужна была бухта, потому что на тот момент это было очень ценное. Если бы они захватили... Если бы они захватили, мы бы были не камчедалами. Сегодня как раз годовщина окончания Второй мировой войны, то есть и победа над Имперской Японией. Поэтому прям в знаменательную дату попали, 80 лет. Красота! На берегу. Я хотел сказать здравствуй. Здравствуй, Тихий океан. Я хочу в нем окунуться. Вот. Да. А зачем сюда приехал? Просто я хочу занырнуть. Вот и все. Я это сделаю.
Я сделал то, что я хотел. Поставил еще одну галочку на Камчатке. Это Камчатка, ребята. Это всего лишь 8 часов. Беринг шел 2,5 года только до Охотска. Ну ты представь, это вообще в масштабах истории. 2,5 года, Года, да, 9 часов Охотска. летел. А ты всего 9 часов. Ну, как бы, Ну всё равно как 9 часов? Ну, А как вот Соликарп так. Москва? Ну что, Максим, сегодня у нас рыбалка начинается, да? Да, первый день рыбалки. Тихий океан. Там вас входу. Андрей, давно уже этим делом занимаешься? 8 лет, 8 лет? да. Ну, я, получается, 5 лет отработал помощником капитана, а 3-й год уже сам капитаном пришел. А так, всю жизнь на Камчатке прожил. Родился здесь. Вся семья здесь. Сейчас мы с вами будем двигаться по Авачинской бухте. Одна из самых огромных незамерзаемых бухт на планете Земля. 212 квадратных километров ее площадь этой бухты. А глубина? 25 метров максимальная глубина. Вот видишь, бакины такие, а вот он, вот бакин. Но. И там их ряд еще. Стреляй. Да, да. И там их ряд, короче, еще стоит. Натянуты цепи, чтобы подводные лодки, чтобы противник не зашел. Еще раз. Что когда враг заходит, а цепь реагирует, туда уходит информация, и все, и... Но цепь получается как сканирует. Да, Ну, да, как, да, типа? да. Дай-ка мне очки друг. Сейчас мы подойдем к символу города Петропавловск-Камчатский. Это 3 брата, 3 кекура. Кекуры – это камни естественного происхождения. Подойдем к ним. Далее мы с вами сразу же сходим на остров Старичков, посмотрим лежбище нерп и сивучей, а уже потом сфокусируемся на рыбалке. Вот обратите внимание, сейчас левый брат, крайний, он будто смотрит на выход из бухты. Вот у него нос видно. Ну, есть, естественно, местная легенда, мол, коренные жители, коряки, вышли защитить Камчатку от цунами, 3 брата. И Нептун за их глупость превратил их в камень, чтобы они так здесь и стояли и якобы оберегали Камчатку от цунами. А бывают дни такие, что вот тут прям вот плывем, идем, и тут везде киты. Что прям снег. Тут кит, тут кит, тут кит, тут кит. Но киты тут только горбатые. Только горбатые. Оля, ты курятник хороший? А ванны у вас нету? Есть, и ванна есть. А эти крабы где были? А поставщик их ловит ночью в Авачинской бухте и нам привозит. Надо сперва посмотреть вообще, что здесь клюет, не клюет сейчас. Что сюда все приперлись. А какая самая крупная здесь рыба бывает? Ну, тут треска здоровая может быть. Ольга Владимировна, смотри, что творит, что творит, что творит. Что творит Ольга Владимировна, это вообще... Смотри, как это... Оля, давай, не сдавайся, пожалуйста. Не, она нормально шла. А вот она идет. Да, идет. Руками. Да, сейчас. Давай, Оля. Что, красивая же, да? Бывает еще желтоперка, у нее плавники желтые. Я тоже почти поймал. Треску тяну, Олега. Хорошая. Как-то так. С уловом. Первый раз камбалу поймать, это как? Какое ощущение, думаешь? Как ее вытягивать? Это очень круто.
Правый работает или правый закрыт? Правый работает. Это ленок, семейство огуневых, зайцеголовые. Классная штука. Молодец. Прикольно. О, Капитанский окунь. о. Оля, Оля. Черный. О, прям как лезвие, острый. Максим Николаевич, как впечатление? Максимушка, на! Ну что, зубатый он, зубы он какие. Хищник. Спасибо, Сергей. Выходили они сегодня. Ребят, спасибо вам большое. Кижич-то пошел, да? Кижич идет не особо, как всем хочется, но потихонечку идет. Горбуши было много. Народ душу отводил на горбуши в июле. С кижичем посложнее. Кижича это же не стадная рыба, и на него надо охотиться, скажем так. Да. Все довольны вроде уезжают. Там какая-то книга отзывов есть, да? Книгу еще не завели, я Олегу предлагал в том году, ну, Олег тут уже только начинает, да? второй год получается. Летом уже больше, намного. Земля Ямала оказалась на земле Камчатки. Здравствуйте. Тезка. Тезка, очень приятно. Максим. Вот сколько рыбаков-то собралось, да? Сейчас дождь пройдет, может быть, воды добавят. О, рыба! О, Сама плывет. Вовкина. Тут уже красное пятнышко стоит какое-то. Это в этом году, да? Да. Так, что у нас тут есть? Санкт-Петербург, Москва, Белгород, Самара, Крым, Нижний Новгород. База у нас П-образная. Вечером запрещается выходить за территорию вот этого прозрачного прохода. Ну и собака, вы услышите, как она разговаривает. Я вас не пугаю, но это действительность. Некоторые, кто приезжает там с Кольского, да, там с Сахалина, вот мы ели горбушу прямо с речки, там, нет, в нашу нельзя. Кроме 2 видов лососев. Микижи, радужной форели, так называемые, вы ее, наверное, все видели, да, в магазинах продается. И хариус. Клюет утро. Где-то примерно с 7 утра до часа, до 2. И вечером где-то часов 7, может быть, вот так вот. Но вяло. У нас первое рыбацкое утро. Вчера состоялась пристрелочка. Посмотрели, на какие приманки ловить. Даже что-то вчера поймали. Да, чуть-чуть, немножко. Так, давайте-ка пока, может, медведя садимся. Погнали? Мамаша с 2 детишками. Медведи Камчатка. Все, уже нету. Все, Максим. Профукала. Что значит качай, не понимаю. О, опять заиграла рыбешка. Сейчас. Есть! Есть! А, вот так ее надо подтягивать. Ах ты! Ну, хотя бы есть чего отпускать опять же. Ну-ка, сейчас, ладно, сейчас закручу и откручу на 6 оборотов, так и быть. Шел, фрикцион плохо распущен. Фрикцион, если у тебя расслаблен, то чуть поджал. Но ни в коем разе ты его полностью не зажимаешь. Потому что рыба, скорее всего, на 90% уйдет. Она себе вырвет блесну и уйдет.
все, я больше рыбачить не буду сейчас. Ну, к вечеру лучше. Советуй. Молчу. Не переживай, давай. Уже нас в другую сторону повел. Выкачивай что-то. Ладно, молчу. Советуй. Молчу. Добрый. Тихо, спокойно. Это хорошая рыбина, уйдет, скорее всего. Шустрый парень. Прям хорош. Четверка честная. Ой, честная. Слушай, давайте рыбина. Рыбина прям рыбина. Давай, Василий. Давай погрустим. Давай, вон играет. Мы что там порыбачим на одном местечке домой. Я родился на Командорах, на Командорских островах, а уже вырос здесь, на Камчатке. Ну, как бы это обычная практика камчедалов. Летом мы все на реке. Был лес и трава. Все было не сладко поначалу, да. А с другой стороны, семья вместе, занята одним делом. И как бы это была моя мечта. Сергей, Лена. Сестра Лена, я средний, а младший Василий. Вот который нас вез, да? В столовой на кухне у меня работает сестра старшая, старший брат. Здорово, брат. Здравствуйте. Он тебе денег-то дал, да? Да, он много всего дал. И главное, что база на нем сейчас держится. Без братьев я своих никто. Икра будет? Икра будет. Икра уже в морозилке у кого-то есть. Каждая икринка имеет свой хвостик. Она присоединена прям к да, вот к пленочке к этой. Это еще не зрелая, да? Это икра не зрелая. Она крепко держится, плохо отходит. Она слабая. Даже если вы ее посолите, она будет как бы лопаться. Потому что у нее кожурка слабая. Большинство икры, которые на прилавке, она морского происхождения, где она еще не доспела. На прилавке она мелкая. Вот. Но с помощью химии ей придают такой вид, что он более-менее. Я люблю больше горбуш. У них более мягкий такой вкус. Вот этот узлок одна часть соли, а 4 воды. И помешиваем, чтобы каждая икринка получила свою порцию соли. Будем делать 2,40. У нас это уже как бы проверено. Она мягонькая, ты ее гоняешь. Чувствуешь, что начинает биться по пальцам. А готово все 2,40. Сейчас мы откидываем на стечку, чтобы тузлук сбежал, икра стала сухонькой. Вот. Соль и вода. Тузлук, больше там ничего не будет в икре, да? Не, консервантов не будет. Не знаю, я вообще не мажу. Так. Ой, вкуснятина-то какая, а? Не, ну. Так, много-то не ешьте, отправитесь. Икру мы едим и с хлебом, и с картошкой, и с борщом. Как бы все прокатывает, все нормально. Это у нерки получается самая большая икра, да? Да. Нет? У киты. Еще больше, чем это? Да. Такое утро прекрасное. Погода отличная. Опа. Сход, что ли? Сход. Сошло. Не повезло. Давай, родная.
вот как-то так. Спасибо природе камчатской. Мы голодные не останемся. Есть. Ура. Кижуч, молодец. Кижуч девочка. Кижуч девочка есть. Фух. Вот такой красивый кижуч. Ничего себе такой. Я думал, что тут просто все стоит и вся река рыбой забита. Но это не так. То есть тут надо прилагать усилия, мастерство какое-то иметь. Вот я вижу, как инструктор работает наш. Он... Проводочка у него всегда легкая такая, ровненькая. Он, если поклевка есть, он успевает ее всечь. Тут главное, понимаешь, ну поклевок много, да, у всех было. А он просекает ее хорошо так, и она у него не сходит. А у нас очень много сходов, у всех причем. То есть вот за счет этого мы немножко... Ну, техника, это все техника. Она нарабатывается. А так писать будет? Да. Конечно, да. У меня ушло, наверное, дня 2, как минимум. Как минимум. Я тебе под корягу не дам уйти. Под корягу ты меня не уйдешь. Мы все же не профессионалы. Мы любители. Фрикционом работать надо. Фрикцион, может, не так работал, как положено. Рыба другая, поклевки другие, проводки другие. Тоже приноравливаться надо, приспосабливаться. Ну, боженька дал, посчастливилось. Еще потом дал. Такая рыба ловится на Камчатке. Вот такая. Жаль, что ее брать нельзя. И что-то сготовить с нее. Потому что она уже видоизменена уже. Все. В ней токсины и все прочее. Чудесная рыбалка, еще бы чаще клевал, я был бы счастливее намного, во много раз. Но клюет, но не так, как я ожидал, конечно. Надо прилагать максимум усилий, оказывается. Не все так просто, есть свои хитрости. Надо изучать, вникать. Вот когда вник, немножко понял, как она идет. Она у дна идет, блесна у дна тоже там ровная. Я привык быстро. Всем советую. Страна большая, надо ездить, пробовать. Красавцы. Хорошие. Самка, самка, самец. Владимир Васильевич, молодец, отработал. Король, спасибо. Король рыбалки. Вот король рыбалки. Оля сегодня включилась. Оля поймала 2. 3. 3? А Слава? 4. Вот это поедет отдельно, это в баню пацанам. Мне больше всего понравился Леха. Блин, вы меня... Нет, чтобы сказать, кижуч. Реально, молодец. Деревья или апельсин. Это вот мальчишки нарыбачили, ну за сколько? Сколько мы тут уже? 5 дней. 4. 4. А вы не скажете, это целебная вода, нет? А от чего? От чего, да? Ты аккуратнее, ты же еще молодой. Ну ладно, мы не первые здесь, да? Аккуратно. Тут я больше всего... А вы местные все, да? Часто сюда приезжаете? А раз в неделю?
Классно, прикольно, облагорожено, устроено все для гостей. Медведей видели, морскую рыбалку видели, экскурсию по городу видели, горячие источники видели. 5 дней были на рыбалке, сами отрыбачились. Все хорошо, галочки поставили. Все, съемка прекращается.